Online School of English by Alex Rubinov. Hello guys! Welcome to our final phrase trainer. Всем привет! Добро пожаловать в наш с вами финальный разговорный тренажер. And we are going to revise all that we have learned. Мы с вами повторим сейчас все, что мы с вами проходили. Я надеюсь, у вас была возможность пересмотреть памятки всех тех тем, которые мы изучили, а также, может быть, просмотреть слова, которые мы изучали. И сейчас мы будем это все использовать. So let's start. Let's take a phrase. Давайте возьмем фразу, например, to have a fruitful relationship. Do you remember what is fruitful? Я надеюсь, вы помните, что такое fruitful. И сейчас давайте возьмем несколько предложений на русском и тут же постараемся их перевести на английский. Они будут в разных, возможно, временах, с разными конструкциями. Давайте попробуем это сделать. Не забывайте ставить на паузу для того, чтобы произнести это вслух. Окей? Alright, so let's start. У них были долгие и плодотворные отношения. Окей. Они хотели иметь плодотворные отношения. Тебе следует иметь плодотворные отношения с ним. Окей. У нее никогда не было плодотворных отношений. И последнее. Важно. Это важно иметь плодотворные отношения. Если вы еще не ставили на паузу и не проговаривали предложение вслух, сейчас самое время это сделать. Great. Okay, thank you very much. Now let's check. Давайте теперь проверим, что получилось. So, they had a long and fruitful relationship. They wanted to have a fruitful relationship. Здесь у нас два глагола. They wanted to have. You should have a fruitful relationship with him. She has never had, present perfect, she has never had a fruitful relationship yet, probably. It is important. Да, то, что мы обязательно начинаем с подлежащего. It is, это важно. It is important to have a fruitful relationship. Okay, now guys, please click to pause the video again. Пожалуйста, поставьте на паузу еще раз и проговорите еще раз английские предложения, уже читая. Gorgeous, thank you very much. Now let's take a look at the other phrase, or probably a verb, to look for something. To look for, искать что-либо. So, same story, все то же самое. Пожалуйста, не забывайте ставить на паузу, чтобы произнести предложение вслух с той идеей, как будто которая ваша идея, да? Alright. Вероятно, она сейчас что-то ищет. В целом, она не любит искать сотрудников. Само собой разумеется, что я это не искал. Я был в поиске работы, когда она пригласила меня. Это вроде как не слишком сложно поискать это. Если вы еще не ставили на паузу, а я рекомендую это делать прямо в процессе, сейчас все-таки надо поставить на паузу и произнести эти предложения на английском вслух. Как вы считаете, будет правильно? Okay, thank you very much. And now let's check. Давайте проверять. Probably, вероятно, probably, she is looking for something right now. In general, she doesn't like to look for employees. It goes without saying that I didn't look for it. Ну, или можно сказать еще в present perfect, да? That I haven't looked for it. Okay? Я был в процессе, я был в поиске. I was looking for a job.
when she invited me. Past continuous. It is kind of not too difficult to look for it, right? Okay, now guys, click to pause the video again. Пожалуйста, еще разочек поставьте на паузу и прочитайте вслух эти предложения еще раз, чтобы прям наверняка. Okay, thank you. Now let's talk about the other structure. Теперь поговорим про структуру there is, there are, которая периодически нам встречалась во время наших занятий. So, there is, there are. Где-то что-то есть, где-то что-то существует. So, let's practice with that. Предложение на русском, и вы произносите сразу же на английском. Пожалуйста, ставьте на паузу для того, чтобы вам точно хватило времени. Okay? Я знаю, что именно там случилось. Летом в том регионе была ужасная засуха. Okay. Очевидно, в этой стране был голод из-за войны. Я считаю, что там будет проблема с загрязнением. Согласно этой статье, в этом городе нет ураганов. Если будет проблема с компьютером, звони. Окей. И если времени было маловато, пожалуйста, сейчас поставьте на паузу и все-таки проговорите эти предложения вслух на английском, как будто они ваши собственные. Окей? Okay, thank you. And now let's check. Давайте проверим, что получилось. I know what happened there. There was a terrible drought in summer in that region. Okay. Apparently, there was a famine because of the war. I think that there will be a problem with pollution. According to this article, there aren't any hurricanes in the city, in this city. If there is a problem with the computer, call me. Окей, пожалуйста, теперь поставьте на паузу и прочитайте эти предложения вслух на английском еще разочек. Thank you. Good. So the next phrase. Сейчас поговорим про условные предложения, а также про determiners. So we have little, a little, few, a few. So little – мало, a little – немного, но мне хватит, few – несколько и мало слишком, да? Мало предметов, которые можно посчитать. Или a few – несколько предметов, которые можно посчитать, и мне хватит. So let's talk about that. Little, a little time. Are you ready? Here is the first one. Само собой разумеется, что если у меня мало времени, я не сижу в интернете. Alright? Okay. Следующее. Если у меня будет мало времени завтра, что если будет мало времени? Если у меня будет немного времени, я тебе помогу. Okay. Я помню, что именно мы обсуждали. Если у тебя будет несколько часов в субботу свободных, то мы пойдем в кино. И последнее. Я думаю, что если у тебя есть немного времени, тебе следует позвонить своим родителям. Окей? Последняя возможность поставить на паузу и произнести эти предложения вслух на английском до проверки. Alright, okay, and now let's check. Давайте проверим, что получилось. It goes without saying that if I have little time, I don't surf the internet. What if I have little time tomorrow?
If I have a little time, I will help you. I remember what we discussed. If you have a few hours on Saturday, we will go to the cinema. I think that if you have a little time, you should call your parents. Alright, пожалуйста, поставьте на паузу и проговорите эти предложения вслух еще разочек. Great, okay. About our emotions, if you remember, we can hate doing something, we can hate some process, we can like some process, or we can say that we love this process. Мы можем каким-то образом относиться к различным процессам и вообще говорить про процесс, чтение, плавание, да, и так далее, гуляние, то есть прогулки, and so on and so forth. So that is about gerund, да? Давайте потренируемся тогда. Are you ready? Let's start. Я не очень-то люблю плавание. Я люблю вождение машины, как бы. Угу. Нарушение закона разрушает общество. Окей. Я думаю, что он терпеть не может опаздывать, то есть ситуацию, когда он сам опаздывает. Да, опаздывает. Окей. Чтение улучшает наше воображение. Чтение – это круто. Alright. Следующее. Я ненавижу быть голодным. Это состояние. Да? Это чувство сводит меня с ума. Okay, all right, and now you can stop the video if you haven't pronounced these sentences aloud. Если вы еще не произносили предложение вслух, то сейчас можно это сделать. And now let's check. А теперь давайте проверим. I don't really like swimming. I like driving. Breaking the law damages the society. I think that he can't stand being late. Reading improves our imagination. Reading is cool. Don't you think? I hate being hungry. It drives me crazy. Окей? Пожалуйста, поставьте на паузу сейчас для того, чтобы прочитать вслух эти предложения напоследок.